Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязал тунисским крючком подушку. Значит, вот на этой стороне у меня черный пятилистник из аниме. Меня просили связать именно такую подушку, и я успела к дню рождения ее завершить. Вот это пятилистник из аниме. А здесь типа на золотом фоне четырехлистник. Как вы понимаете, это клевер, который приносит счастье, удачу. Ну, а это из какого-то японского аниме. Черный пятилистник. Значит, полностью показывать, как вязала, я не буду. Потому что каждый ряд показывать и провязывать это нерентабельно. Вы можете делать скриншот, тут все видно, можно посчитать все петли, все столбики. Вы можете в интернете найти этот узор, что-то дополнить, что-то исправить. Вот я искала в интернете и все переделывала под себя. Единственное, что я вам покажу подробно, это как я сшивала. И вот такой шов получился вот сбоку. Вот такой шов вверху. И здесь сбоку такой шов. Вот я вам это и покажу конкретно. Хоть я и часто показываю, как я вяжу жаккард тунисским крючком, все равно поступают вопросы. Покажите, как вы вяжете. Мне не жалко. Я вот сейчас довязываю подушку. Меня попросил сын связать на день рождения пятилистник черный клевер из аниме. Схему составляли сами. А на другой стороне попросил связать четырехлистник на золотом фоне. Золотой нитки у меня не было такой толщины. Связала на желтом. И вот я здесь уже заканчиваю. Так, сейчас я, значит, вязала я пряжей Пехорка, детская новинка. Пряжа хороша как для детских головных уборов, для подушек можно, гипоаллергенное, все это дело. И крючок 3,5. Сейчас я довяжу до зеленого цвета и покажу, как вяжу жаккард я. Вот довязала я основным цветом. И дальше мне нужно 3 петли еще провязать этим же цветом основным. В жаккарде самое главное, тоже как и во всяком вязании, это тренировка. Значит, это основной цвет, я его всегда укладываю на указательный палец. А дополнительную нить укладываю на средний. И теперь мне нужно вот этим зеленым начинать вязание вот с этой петли. То есть я 3 петли должна пропустить. Значит, основной цвет у меня на указательном пальце, а дополнительный пошел на средний палец. И делаем натяжением. Перекручиваю. И средним пальцем подтягиваю. Теперь отсюда заходим. Натягиваем. Теперь отсюда натягиваем. Так, теперь я должна вязать зеленым. Значит, у меня зеленый будет лежать на указательном, а дополнительный на среднем пальце.
И провязываю 12 петель. Здесь они у меня уже на перекрутку пошли. Значит, я сразу вяжу. И средним подтягиваю. И средним подтягиваю. Чтобы здесь было натяжение на изнаночной стороне. Палец сам уже идет средний на натяжение. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 11 уже, 11 уже. И вот 12 петля. Перекручиваем. Но поскольку здесь только одна петля, можно не менять местами, а сразу. И оба пальца, и двумя пальцами подтянуть и ту нитку. И опять вяжем зеленым цветом. Но чтобы они перекрутились, нитки. Дальше. Мне по схеме зеленый цвет уже сюда передергивать не нужно. Но я вам покажу, как протянуть, допустим, зеленый цвет, если у вас рисунок зеленым цветом или каким-то другим начинается где-то здесь. Сейчас я ряд довяжу до конца, вернусь до этого места и покажу вам. Так, дошла я до зеленого цвета, закончила желтым. Что я делаю? Я опять этот цвет, которым буду вязать, его здесь много, укладываю на указательный, а второстепенный на средний палец. И у нас уже нитки здесь перекручены получаются. И вяжу, и тоже немного подтягиваю. Сильно не затягивайте, потому что это у нас изнаночный ряд. И опять же, поскольку здесь всего одна петля желтого цвета, можно нитки не переставлять, а сразу этой ниткой же и закрыть. Но теперь зеленый мы не отсюда берем, а надо перекрутить. Ну вот, довязала я до конца зеленого цвета. И, допустим, у вас узор вяжется так, узор, жаккард, что зеленый цвет нужно подогнать вот к этой петле, допустим. Значит, что мы делаем? Мы вяжем сейчас желтым цветом основным. Значит, его укладываем на указательный, а дополнительный зеленый на средний палец. И начинаем вязать. То есть мы зеленую нитку тянем
к тому месту, которое мы обозначили маркером. Вот, раз провязали, два провязали. И когда вы заметите, что нитка, которой вы будете вязать узор, встала как раз над этим местом, и вы ее откладываете и дальше вяжете основным цветом. Все, в принципе, ничего сложного нет. Главное, когда вы вяжете, вы обращаете внимание на следующий ряд, откуда у вас пойдет узор. Еще что хотела сказать. Я вязала подушку эту. Вот здесь набирала петли этим же цветом, без дополнительной нити, и вязала сюда. Для тех, кто захочет связать такую же подушку, как и у меня, значит, делайте скриншот, я разложу ее получше, рассчитывайте петли. Единственное, что могу сказать, что вот здесь у меня набрано, провязано 80 тунисских столбиков. Вот, от начала до конца 80. Дальше. До узора я провязала 6 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 7-го ряда я начала вязать уже узор. Здесь тоже 6 рядов провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сразу перешла на другой цвет. Но я считаю, что не стоило этого делать. Почему? Мало ли придется распустить. Где-то ошибка. Чтобы не распускать вторую часть подушки, а представьте, если где-то обнаружится ошибка. Вот. Лучше вязать все-таки отдельно. И потом сшивать. Вот, связать одну часть и отдельно другую. Уже я так вяжу. Вот. И пошла я вверх. Здесь у меня тоже 80 тунисских столбиков. И тоже 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязано. И дальше пошел уже четырехлистник. Вот сейчас я довяжу до конца. И по моим расчетам вверху останется провязать тоже 6 рядов. И у меня будет полностью все совпадать. И затем я попробую сделать какую-нибудь мини-боль обвязку, и я вам покажу. Единственная сложность в том, что цвета разные. Вот надо подобрать так, чтобы смотрелась и на одной стороне обвязка, и на другой. Буду пробовать. Итак, закончила я узор жаккардом. Провязала тоже 6 рядов основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Именно столько же, сколько у меня было и здесь. И здесь тоже по 6 рядов. По количеству рядов у меня это полотно с этим совпало. И теперь просто закрываем этот ряд. Вывязываем одну воздушную. И протягиваем. И так до конца ряда. Так, закончила делать обвязку. И теперь нужно 2 полотна сшить.
Значит, как буду сшивать я? Если одной ниткой сшивать насквозь, то красные нитки сюда попадут. Можно было, вот я вам сейчас буду показывать, можно было это сделать в процессе вязания. Но я попробовала, что-то сложновато было. Я буду сшивать теперь так. Значит, хвост у меня остался от этой нитки. Захожу в изнаночный ряд. Вы смотрите, кому как удобно. Может быть, вот за петли. Вот удобнее будет за петли брать. Ну, давайте за петли. Так. И берем нить этого цвета. И тоже за петлю. Провязываем эту. И как жаккардом вяжем следующую петлю. Провязали эту и соединяем со следующей петлей. И протягиваем. Один столбик есть. Второй набираем вот этот желтый. Провязываем. Заходим в следующую петлю. Протягиваем. Здесь мы, как при жаккарде, перекручиваем. Заходим под следующую петлю. И протягиваем. Теперь опять вот за столбик. За желтый. Под следующую петлю протягиваем. Здесь перекручиваем, протягиваем. И под следующую петлю тоже протягиваем. Но смотрите, тогда дырки получаются. И когда вы будете наполнять подушку, у вас в эти дырки наполнитель вылезет. Поэтому я как буду вязать? Вот в изнаночный ряд, вот петля изнаночного ряда, она все-таки тугая. И здесь тоже в петлю изнаночного ряда, вот сюда. Вытягиваем. Провязываем желтой. Дальше уже принцип тот же самый идет. Провязываем, вытягиваем немного. И опять заходим в изнаночный ряд. И эту петлю протягиваем. Теперь вот у нас столбик. За него. И в следующий изнаночный ряд. Вот сюда. И протягиваем. Здесь мы перекручиваем. И заходим в следующую петлю.
вот сюда. Так, следующий изнаночный ряд. Протягиваем. Протягиваем. И в следующий изнаночный вот здесь подтягиваете и опять за столбик следующий изнаночный, протягиваем, протягиваем и протягиваем опять через изнаночный ряд. И тогда у вас дыр нету. Вот здесь только единственное потуже затягивать. Вот здесь. Когда вы нитки перекручиваете, вот здесь потуже. И все, и аккуратно будет каждый цвет на своем месте. Так, довязала я до угла. И дальше что делаем? Заходим. Вот я уже здесь, в этом изнаночном ряду была. Вот видно. И вот сюда, вот видите, тут нитка проходит. Вот сюда, в угол, в самый. Протягиваем. Эту опять перекручиваем. И здесь тоже вам нужно найти самый угол. Вот, наверное, вот эта петля будет. Смотрите, чтобы дырки большой не было. Надо зайти сюда. Вот так, наверное. И протянуть. Да. Теперь это мы один раз соединили, провязали один столбик в угол, один. Теперь второй столбик будем сюда провязывать. Опять сюда же. Так, и главное, чтобы особо дырки не было. Вот так, 2. И еще раз сюда же. И в это отверстие протягиваем. Протягиваем. И сюда же протягиваем. Так, 3. Дальше. Здесь немножко по-другому. Ну, вы сами смотрите, кому как понравится. Берем столбик и сразу же берем этот
И провязываем. Нитки перекручиваем. И соединяем на этой стороне с этим столбиком. И красную нитку подтягиваем. Теперь мы цепляемся не за эти петли, а вот за эти. Вот за эту петлю. Так. Так. И сюда. И вот самая первая петля, вот под нее заходим. И в следующий столбик. И опять заходим в самую первую желтую петлю. Затем под столбик. И протягиваем. И вот так сшиваем. Ну, вы смотрите, кому как понравится. Может, кто-то по-другому придумает. Это уже фантазируйте на ваше усмотрение. Если, допустим, вы захотите остановиться, что-то вас отвлекает, остановитесь, чтобы вот эта петля оставалась. А то, если вы где-то будете в середине, непонятно, можете ошибиться. А вот эта петля уже будет у вас последняя. И с нее будете начинать дальше сшивать. Ну, я считаю, в принципе, ничего, так нормально. А вот так сбоку. Итак, вы сшиваете два полотна этих. Сюда доходите в угол. И здесь тоже провязываете 1, 2, 3. И дальше уже по прямой у вас здесь уже все будет закончено. Ну вот такая подушка у меня получилась. Вернее, заготовка для подушки. Я ее постирала в шампуне. Шампунь для волос. Высушила практически полностью. И растянула на пеноплексе. Размер этой наволочки, заготовки, подушки у меня получился такой: 34 сантиметра на 25. Вот пока она у меня в разложенном виде, можете делать скриншот и вязать для себя. Можете что-то подправлять, но это уже на ваше усмотрение. Либо в интернете найти схему и нарисовать. Это с одной стороны. И вот этот скриншот можете сделать. И тоже связать, у кого будет желание. Теперь вот в это отверстие, вот у меня здесь даже остался маркер, чтобы петля не распустилась. Берем наполнитель и наполняем, у кого какой есть. А потом точно так же, как сшивали,
Зашиваем это отверстие. Ну вот, набила я подушку синтепухом. Вот. Значит, на эту подушку у меня ушло наполнитель лебяжий пух. 2 упаковки по 100 грамм. То есть наполнителя 200 грамм.